Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Solid, и давненько на канале не было никаких американских пайков. Пора исправить эту несправедливость, потому что они там сидят и каждый год что-то пытаются его улучшить. Старый паек стандартный, мы все прекрасно знаем, как выглядит, вот он, а обновка вот так. И основная фишка вот именно таких пайков в том, что их можно легко засунуть в карман стандартных американских военных штанов, что я, собственно, и сделал. Можно с собой запросто положить вот эти два, это уже почти что суточный рацион, и пойти выживать даже без рюкзака. Мне кроме воды больше вообще ничего не надо, они же автономные, это супер. И сейчас мы как раз-таки посмотрим, что там поменялось, и поменялось ли вообще. Но для начала, Сергей, встань, пожалуйста. Зачем? Ну, встань. Зачем? И ты тоже, кстати, встань, кто там на диване сидит, встань, надо встать. Ну, прямо сейчас надо встать, доверьтесь мне, надо встать. Встали? Ну? Да ладно вам, что вы. Я на самом деле хотел поздравить от всей души моего оператора с днем рождения, которое уже прошло, 5 мая у него было, и пожелать ему крепкого здоровья. И вы, друзья, пожалуйста, поставьте лайк и напишите что-нибудь приятное в комментариях. Мы все видим, все читаем. И еще одна немаловажная деталь, потому что один из этих пайков поедет к вам, уважаемые зрители. Что нужно сделать, как всегда? Написать любой позитивный комментарий, и я выявлю победителя в следующем ролике. Дерзайте! А на обзор мне пойдет, пожалуй, 14-е меню, потому что где-то я слышал у американских солдат, они жалуются особенно на 14-е. Вот, типа это супер хреновое блюдо. Я беру удар на себя. И начнем, как всегда, с упаковок. Давным-давно, еще с 80-х годов, они придумали какой-то очень прочный полиэтилен, который можно скидывать запросто с самолета. Ему ничего не будет. Он легкий, компактный, разовый. В общем, венец совершенства разового ИРП. И вот, судя по упаковке, пошло что-то у них явно не так. Потому что спереди, в принципе, почти что то же самое, только дешевле. Полиэтилен явно. А сзади вообще прозрачный. Единственный плюс – это разница в весе. Они каким-то образом смогли здесь сэкономить более 100 грамм. Поверьте мне, для разведчиков это очень существенно. Тем более, что американские солдаты ненавидят свои вот эти стандартные пайки. Они их разбирают, они вынуждены вытаскивать все ненужное и потом все это заклеивать скотчем и пихать себе в карман, потому что по умолчанию он не влезает. Здесь же этот вопрос решен на корню. Ребят, вот вы сейчас сидите дома, а могли бы, как я, отправиться на природу и наслаждаться единением с ней. Кстати, для такого случая могу посоветовать одно местечко. Находится оно в очень крутой игре по племенной тематике «Драконоборец. Великий охотник». Это самая популярная ММО-РПГ в России, в которую ежедневно играют более 50 тысяч игроков. Станьте настоящим героем и спасите остров от гибели. Выбирайте класс, который вам по душе. Воин, жрец, убийца, лучница, артиллерист, драгун или жнец. Исследуйте открытый мир, ловите питомцев, создавайте кланы, бросайте вызов боссам или даже устройте свадьбу. Да, так тоже можно. Игра и озвучка полностью на русском языке, а играть можно как на ПК, так и на мобильном. А еще на нее не нужно тратить много времени, ведь зарабатывать опыт можно и в офлайне. А в честь первого юбилея игры всех игроков ждет множество подарков, а именно увеличенные дропы и щедрые трофеи. Кроме того, при входе в игру вы получаете бесплатного скакуна-ящера и питомца Трицератопса. Ну и самое сладкое, лотерея в сообществе ВК, где ты можешь выиграть промокоды на сумму $50 и подарочный сертификат Озон на сумму 399 рублей. Но помните, что принять участие смогут только те игроки, которые скачают игру по моей ссылке в описании. Так что переходите, скачивайте игру и выигрывайте крутые призы. Поехали! Все, я не могу уже терпеть, ты чё? Все, продолжаем, ребят. Значит, открываем сразу, немедля. Во! Вы понимаете, в чем прикол? Они же сделали вот все то же самое, вот оно, да, то же самое. Только вот на эту переднюю поверхность приклеили вот эту наклейку. Все. Во как пилить бюджеты надо. Для начала сравним структурку. Как объяснить? У них армейский бюджет больше, чем у всего остального мира. И они не могут до сих пор придумать новый паёк для солдат. Сколько солдат американские жаловались. Нам это невкусно, нам это не нравится. Да пофиг, что там 24 меню. Это гадость, это Макдональдс, это химоза, это есть невозможно каждый день. И придумали то же самое
Значит, давайте сначала пробежимся по комплектации. Очень быстро. Разогреватель одно и то же. Пакетик с мелочевкой, все то же самое, даже внутренности ничем не отличаются. Основное блюдо то же самое, только единственный момент, здесь в новейшем пайке есть рис. Это вообще впервые, я такой наблюдаю, в американском МРЕ. Что-то новое разбавили. А тут, кстати говоря, мексиканская кухня совместно с сосисочкой. Тоже интересно, потому что сосисончик находится вот здесь. В отдельном пакете и один. Тут бы 4 влезло, зачем одну? Дальше все просто. Вкусняшка, галета. И здесь галета. Из напитков здесь вот такой быстрорастворимый. Тут, конечно, покруче. Шоколадный протеин. В специальном отдельном стаканчике, который очень удобно держать. Сухомятка. И еще одна здесь вкусняшка. А тут вместо вкусняшки энергетический батончик. Ложки одинаковые. И бонусом вот к этому блюду идет острый соус. Что пробовать в первую очередь, лично у меня вопрос не стоит, а вот на сосиску аппетит поднялся. Естественно, давайте начнем со старого пайка. Погнали готовить. Американский разогреватель отличается от всех остальных тем, что внутри не просто мешок с карбидом, а вот такие аккуратные отдельные кармашки. Причем он не пылит и должен отлично работать. Еще круто, что сам пакет подогнан под размер порции еды. Минимальные зазоры — это эстетично и практично. Все тепло тут же устремляется на пакет с пищей. Ребят, поверьте, я много американских пайков перепробовал, но подобного я нигде не видел. Пример, вот казалось бы, банальность, орехи, мы их видели практически во всех МРЕшках, но здесь есть еще и дополнительный изюм, и даже вот такие вкрапления ММДэмсов. Ну это же круто. Про отдельную колбасу я вообще молчу. Для американцев это нонсенс. Ну, естественно, основное блюдо, ребят, это просто какой-то шедевр. Потому что оно и выглядит потрясно, и по запаху суперски. Как будто я зашел на рынок, где куча колбасы, пряности, разносолы, копчености. Вот это все вместе воедино смешалось. Погнали, естественно, подливочка наивкуснейшая должна быть. Очень много мяса, колбасы. Это все. Оно даже, я даже говорить не могу. Во-первых, оно, зараза, острая. Фу, блин. Они сделали все, чтобы заткнуть мне рот. А самое удивительное, что они сюда добавили соль. Вот к чему она? Иодизированная. Поверьте мне, здесь соли хватает. И вот так чуть-чуть сюда капну. Да все. Хоть как-то остроту перебить. Погнали. Вторая ложка уже мягче заходит гораздо. Вкусовые сосочки привыкли. Ешь и щеки кусаешь изнутри. В общем, доел, провалилось как домой. И ощутил целый спектр ощущений. Тут есть и сладость, и перченость, и соленость. Где-то кислинка проглядывает. Потрясающе, естественно, десятка. Следующее блюдо вот такая колбаска, которая называется биф-стек. Суть в том, что она хранится 5 лет. Вот в таком виде, без холодильника. Это тоже интересный момент, потому что я не понимаю, почему нельзя было просто в пакет положить вот это и все. Сэкономили бы. Там денег-то. Выглядит она, конечно, ну, как я по утрам. Погнали. Если забыть про форм-фактор, что она в виде колбасы, то по сути ты ешь мясной снэк сухой, только очень влажный и мягкий. И в этой маленькой фигне находится говядина, вода, сахар, соль, гидролизированная соевая мука, сывороточный протеин, гидролизированный соевый протеин, лимонная кислота, соевый соус, соевые бобы, соль, мальтодекстрин, порошок сока сельдерея, декстроза, порошок чеснока и лука и для цвета карамельный краситель. На самом деле по вкусу соленый плесневый сыр. Вот примерно так. И мясные нотки, естественно. По вкусовым данным бы поставил где-то 5 из 10 на любителя. Но за редкость и за подход к делу, естественно, 10 тоже. Это редкость. Ни в одном пайке мы колбасу отдельно не видели такую. Ну какие они меня раззадорили, а ты посмотри. Естественно, все это мясное надо чем-то запить. У нас есть выбор. Во-первых, это кофе. Причем обратите внимание не на его прекрасный внешний вид, еще он состоит. Да, тут есть и сливки, и сахар, и сам кофе. Это все прекрасно, но здесь есть выбор. Если вы человек, который, допустим,
ну, не переваривает сахар. Здесь есть вот такой аналог, сахарозаменитель. Видите, какой подход? Ну, давайте его туда же. Так и написано. Zero калории. Нахрен он тут? Твою мать. Вот сколько я его не пробую, столько я удивляюсь. Как? Как они смогли добиться идеального вкуса? Потому что кофе не перебивает сливки. Он не горчит, он не кислит. Нет ничего такого отторгающего. Сливки не перебивают кофе, их тут достаточно. И самое главное, сахар. Он не сахарит. Естественно, кофе чистоганом при наличии сыра пить преступление. Поэтому, естественно, сделаем вот так. Да ну, на это все. Не, скажу, я дома так не ем. Ну, в смысле, в наших магазинах нет аналогичных продуктов питания, чтобы я сказал, да, вот, можно приготовить это, и поесть совместно. У нас нет таких печенек. Нету, они не продаются. Я не знаю, из чего они сделаны, но это настолько вкусная штука. Ты ощущаешь в этой штуковине все. И яичный желток, и белок, и молоко, и пшеничную муку. И все это как будто бы 10-кратно чем-то усилено. Я понимаю, что это химоза. И я пробовал такой же крекер в пайке 80-х годов. И он не испортился. Его даже плесень не ест. Как не ест? Жрет, как не в себя. Сыр — это вообще отдельная тема. Ближайший отдаленный родственник того, что я сейчас ощущаю, это хлопья читос с сыром. Ну, не такое вонючее, но гораздо вкуснее, поверьте мне. Это, я не знаю, как это писать. Блин, ну... Конечно, 10 за все. Следом у нас, пожалуй, самое политическое американское блюдо – клюква. Вот это они обожают. Они везде это делают, и в играх, и не только. В общем, выглядит она вот следующим образом. Сухенькая, прикольная. Ну, какая? Американская клюква, конечно. Где-то росла там на болотах в Америке. Я не могу терпеть, надо с ней разобраться. Погнали. Вот так вот. Зараза. Она даже не кислая. Она сладкая. Как? Чем вы ее поливали? Что это за сорт такой? Вы не представляете, насколько наша клюква отличается от их. Знаешь, вот эти шарики есть. Белые. Бусы такие. Каких бусы? Клюква в сахаре, вот. Я ж что делаю? Я его разбиваю, сахара много бывает, а тут достаю одну клюквинку, ем. Так вкуснее. Такой, ну там кислое невозможно. Потом сахаром придется заедать. Тут вообще такого нет. Ты как будто ешь насыщенный клюквенный морс. Я больше чем уверен, если его добавить в кипяточек и дать 3 часа настояться, то кто-нибудь сопрет. Там в американском окопе не сбалуешь. Поэтому надо есть так. А главное, полезно, сытно, добавляет энергии. 10. Знаю, что вы очень любите мои обзоры на хорошие ножи, именно поэтому я продолжаю их делать. Сегодня вот в мои руки попал Фантом, складной нож от легендарной кузницы Барк. Ручная работа человека с 20-летним опытом, между прочим. Рукоять выполнена из стали 2 хром, со вставкой из многоцветной микарты, а лезвие из прочной стали D2. Легкий, надежный и острый, идеальный повседневный инструмент. Кузнец дает пожизненную гарантию на свои ножи, плюс бесплатную заточку на все время гарантии. Рекомендую кузницу Барк. Заходите к ним в Telegram или WhatsApp по ссылкам в описании, заказывайте себе крутые ножи ручной работы. Передавайте привет от меня, и по коду SOLID вам дадут скидку 10%. Двигаемся дальше. Следующая вкусняшка – орехово-шоколадно-изюмный микс. В общем, сложное, красивое блюдо. Чего тут только нет. И арахис. Кстати, арахис – это не орех. Вы мне в комментах правильно поправляете. Спасибо большое, читаю. А из орехов здесь есть фундук. Это что? Миндаль. И это очень удивительно, но, кстати, находятся кусочки грецкого ореха. Но самое необычное – это, естественно, ММДМсины. Причем без знака ММДМс. Кто-то у кого-то там ворует. Надо пожаловаться. Вот, ну-ка с них начнем. Да, ММДМсы. Только какие-то более ореховые. Сейчас мы это просто съедим вот так.
По вкусу, как наша орехово-шоколадная паста. Вот все вкупе, если пробовать. А самое главное, что это не прогоркло. Каждый орешек сочный, вкусный, свежий. Поэтому что нужно сделать? Правильно, видите, вот тот домик. Там у меня белочка живет. Пойдемте ее покормим. Диких животных надо подкармливать, ребят. После зимы тем более. Слышь, белка, идешь сюда? Тебе не кажется, что ты больше взял, чем отдал? Ну и последняя деталь, не в последнем на сегодня пайке, оранжевый напиток. Другими словами, апельсиновый сок. Погнали. Вообще она, по идее, на флягу. Но мне жалко воды столько на американский химический напиток. Тут вон стакан чуть не расплавился уже. Вот за это смело можно ставить кол. Потому что в отличие от наших подобных напитков, в которых все естественно, там один сахар, там классно, и только минимальный привкус ягод лесных. Здесь вот просто натуральная химоза. А вот он, собственно, и второй паёк. И давайте начнем с плохого. Я недоволен. Знаете чем? Вот этим. Разогреватель. Это какая-то беда. Американцы напрочь разучились его делать. Вот что это за кусок говна? Я вообще не представляю, почему он вообще даже летом не способен разогреть ни одно блюдо. Ну оно холодное, ты посмотри. Не то, что наши. Потому что у нас в любой ситуации разогрев происходит. Хоть ночью, хоть днем, хоть летом, хоть зимой. Смотри, молоко какое-то. Фу, блин. В общем, американцы, слушайте сюда! Если вы не научитесь делать нормальные разогреватели, я приеду к вам и все съем. И ведь это еще полбеды. Посмотрите на этот пакет. Его невозможно вскрыть нормально руками. Ты начинаешь его вскрывать, он вскрывается, естественно, криво. И для того, чтобы его вскрыть нормально, мне понадобится мой фантом. Оп. Так, ребят, ну что можно сказать насчет новейшего американского пайка? Да ничего хорошего. Что вы правильно прочувствовали, вот эта штука, незнакомая мне, я ее вообще ни разу не видел, это сушеное тесто. Сухари американцы есть будут. Загнивают. Ну, начнем, естественно, с основного блюда. Вы только вслушайтесь. Рис с бобами, кукурузой и зеленью. Все. Ни мяса, ни лука, ничего вот, что нам привычно, здесь нет. Это вот такая липкая структура, видите, даже от ложки не хочет отлипать. Ну, сказать, что это гадость, это ничего не сказать. Ты ешь клей. Ты ешь что-то безвкусное, несоленое и постное. Вот эта подлива, это просто крахмал. Они забыли помыть рис. Единственное, что хоть как-то может спасти, это так называемый hot соус. Причем они опять обманули. Это ни хрена не соус. Потому что когда открываешь, там внутри порошок. Состоит он из разных перцев чили. То есть это острая штука должна быть. Немного сыпем и в бой. Сука. Блин, она гораздо мощнее, чем сосисочки. Но это вкус, ребят, не меняет. Ты продолжаешь есть вот этот пластилин, но только острый. Ставлю кол, я даже доедать эту гадость не буду. Белочка доест. Вместо сыра в это меню положили арахисовую пасту. Выглядит она потрясающе, очень мягонькая, равномерная структура и отличный цвет. Для удобства можно, чтобы не запачкаться, сломать вот так. Сука, весь. И вот так. Я ее обожаю, она рот вяжет. Ну, такая смешная, липкая. Это невозможно проглотить. Короче, ближайший родственник по вкусовым данным, если это есть совместно с вот этой галеткой, это халва, только недоделанная. Как будто без сахара. Максимальный вкус арахиса с солью. Вот за эту сухомятку я поставлю 7. Ну что? Ребят, пришло время отведать американских сухарей. Но, если честно, это блюдо называется наггетсы с крендельками со вкусом медовой горчицы и лука. Снаружи они вот такие красивые и золотистые, а внутри скучно белые. Вот просто хлеб. Какая там горчица? Ну-ка.
мягкие. Это хорошо. Все вкусовые данные, они здесь, сверху. Внутри только хлеб. Я так скажу, вы, американцы, вообще знаете, что такое крендельки? Это не ваше ни хрена. Что вы лезете? Невозможно представить кренделек со вкусом лука и горчицы. Это как? Скукотень. Ну, как чипсы или лаваш со специями. Вот что-то выдавили сюда, ну, типа наешь. Ну, я этого не понимаю. По баллам 2. Ну и предпоследняя вкусняшка на сегодня называется энергетический батончик со вкусом малины и клюквы. Выглядит следующим образом. Тут, если вы заметите, есть даже косточки той самой малины. И они мне на полном серьезе предлагают съесть вот эту клячку. Все переварится, погнали. Ну, тут либо челюсть, либо оно. Оно как-то сразу пошло перевариваться, минуя пищевод. По вкусу ближайший вот родственник, на что это похоже, это фруктовая жвачка. Причем вы сразу как будто бы вот 10 штук берете, и вот оно вас радует. Но жвачка это химоза, да? А тут как бы варенье, но жвачка. Прикольно. Вот это вот засохшее, знаешь, такое варенье на банке? Старое варенье. Да, вот это оно. Засохшее, ты так ложкой берешь. По всей Америке собирают. Как налог. Вот вы можете себе представить, что я сейчас ем в России малину, которая выросла очень далеко. И, возможно, в той стране меня даже не будет. А я ее ем здесь. Класс же. Патриотично. 10 можно поставить. Хорошая технология. Насчет напитков. Здесь их тоже 2 штуки. Как и в предыдущем пайке, здесь есть кофе и вот такой минимальный набор для гигиены. Но, как я уже говорил, эти пакетики с мелочевкой вообще ничем между собой не отличаются, поэтому кофе бессмысленно заваривать. Зато здесь есть шоколада протеин дринк повдер. Готовится элементарно. Вот до этой линии наливается любая вода. Кипяток, либо холодный, неважно. В принципе, можно пить прямо из этого пакета. Здесь для этого есть вот такие специальные углубления для пальцев. Можно держать как кружку и спокойно хлебать. Но для презентабельности мы все это перелили в стакан. Насколько я понимаю, это обычный горячий шоколад, просто с добавками протеина и всевозможной химозы, чтобы американский солдат не ложился спать, чтобы он ничего не хотел, чтобы он просто вел себя как робот и шел в бой, невзирая ни на что. Погнали! Что она липкая? Я зафаршмачился. Прям потрясающе. Шоколадный пудинг. Только вы пьете его. Класс. Очень приятная консистенция, как у йогурта. То есть плотненькая. Вот теперь я готов. Да есть все, что я положил у белки. Тебе не стыдно? Совесть вообще есть? Какая нахрен совесть? О чем ты говоришь? Ну, теперь можно и домой. Ну а сейчас традиционный вердикт. Не нужно ругаться в комментариях насчет белки. Это была, естественно, шутка. Я положил все орехи обратно. Они у нас вообще в лесу жирные и наглые, поэтому за них не беспокойтесь. А насчет американцев я прям расстроен. Все-таки, когда видишь новый вариант пайка, надеешься, что внутри будут тоже изменения в лучшую сторону. А их нет. Я сначала даже не поверил, думал, что это подделка. Нет, Министерство обороны США, все дела, да и внутри все как надо. Неужто только ради того, чтобы паёк влезал в штаны американцу, решили поменять все производство упаковки? Старая-то гораздо лучше была по всем параметрам. Но это не отменяет факта, что это один из самых продуманных и автономных разовых пайков мира с очень давней историей и доводкой до идеала с учетом всех мелочей. Легкий, компактный, вкусный, разнообразный, да с присадками, да с витаминами, даже соль здесь иодизированная, но он выполняет свою прямую функцию – накормить и зарядить человека в экстремальных ситуациях.
Будут ли проблемы со здоровьем, если этим питаться каждый день? Скорее всего, да, так как пища, которая может храниться минимум 5 лет, никак не может быть полезна. Поэтому ешьте то, что велит вам ваш организм. Прислушивайтесь к нему как можно чаще и будьте здоровы. Ребят, на этом пока что все. Всем огромное спасибо за просмотры. Поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, дабы не пропустить следующие видосики. Скиньте этот ролик друзьям и напишите свой комментарий. Сейчас важна любая поддержка с вашей стороны. Всем спасибо, всем удачи, всем пока!